Мы сегодня делаем пасху, я покажу свой рецепт. Нам нужна большая миска, вот такая. Мы берем дрожжи, 100 грамм, львовские я беру. Разломаем их. Я высыпаю весь сахар. У меня большая порция, килограмм, кило 200 сахара у меня идет. Это по вкусу. Я высыпаю все. Потом я ставлю яйца. По рецепту у меня идет 10 яиц и 7 желтков. Я отделяю белки от желтков. Белки нам пригодятся потом. Также можно использовать в тесто не обязательно желтки с яйцами, можно просто яйца. Также можно просто на желтках сделать. То есть вместо 2 желтков мы кидаем 1 яйцо. У меня по рецепту идет 10 яиц и 7 желтков. И перемешиваем. Для дрожжевого теста не надо взбивать яйца. И хорошо перемешивать. Оно все само перемешается, когда будет бродить. Так. Я взяла жир и маргарин. 200 грамм жира и 200 грамм маргарина. Так вот, мягкий маргарин. Можно на терку натереть. Если он твердый, и вы забыли его вытащить из холодильника, можно натереть на терку. И добавляем теплое молоко. Молока у нас целый литр. Можно не обязательно на молоке, можно на воде сделать, если нет молока. Так. У меня есть 2 пакета муки. Считается, что следует перемешивать муку с разных мешков, тогда лучше качество теста. И вот так перемешиваем. А пару нам надо сделать как густая сметана. Я сейчас перемешиваю такие как бы пузырьки.
Это за счет брожения. Возьму. Ой. По рецептуре у нас идет 3-3,5 килограмма муки на литру молока. Но бывает, что мука плывет, и муки надо больше, до 4 килограмм выходит примерно. Вот у нас тесто вот такого плана. Вот оно кусочками. Вот так можно его, то есть это не тесто, это опара. Так можно его и оставить. Примерно где-то на полчаса. Прошло у нас полчаса, и мы замешиваем тесто. Так, открываем его. Накрывается полотенцем, чтобы верхний слой не заветривался. Вот видно, да, пузырьки? У нас остался лимон. Мы его натираем на мелкой терке. Можно, конечно, добавить просто ванильный сахар. Можно добавить лимон. Это дело вкуса. Желательно на мелкой терке, потому что когда она крупная, крупные кусочки попадаются. И добавляем остаток муки. То есть у нас по рецептуре примерно 3,5 килограмма муки. Вот сейчас с мукой надо быть осторожной, потому что можно добавить слишком много муки, тесто будет забито. Оно просто очень будет тяжелое. Видно, да? Оно сразу не впитывается, как в пудре тесто. Вот. Можно сделать так. Можно взять на стол, насыпать муки и вымесить ее. Сначала руками. Там есть такая лопатка, очень удобная. Подбираем вот так вот.
достаточно аккуратно и быстро. Так вы точно не забьете тесто. Давай еще. Мне пристало к рукам. Добавляем немного муки. Так, заканчиваем замес теста. Видно, да? Тесто такое мягкое и пушистое. Сейчас у нас уйдет вся мука. Оно кажется слишком мягким, но когда оно подымется, оно будет воздушным, более тугим и не так пристает. Точно знаю, что у меня ушло 4 килограмма муки, даже чуть-чуть больше. Вот. Сейчас покажу. Так, сейчас я вам покажу, как в тесто добавлять изюм. Мы берем изюм, моем его. Сначала я его перебираю, потом мою и сушу. Когда он высохнет, я беру муку, добавляю его в изюм. И вот так вот панирую. Видно, да? Так, берем тесто. Сейчас. Изюм можно ложить уже, когда оно один раз подымется тесто, можно сразу. Кто как делает.
изюма у меня здесь 300 грамм. Изюм можно брать любой. Он есть темный, светлый. Это все зависит от вкуса. Но желательно его не запаривать, потому что он уже потом не такой сладкий получается. Сейчас. Ой. Вообще на это количество можно добавлять не 300, а 150 грамм изюма. Это все дело вкуса. Кто как любит. Можно вообще без изюма. Так, здесь немного клеится. Можно, когда замешиваешь тесто, можно добавлять не мукой панировать, а растительным маслом. Вот, видно, да? Она не падает так сильно, как обычно у нас выходит. Сколько бы ты ни вмешивал, весь изюм на столе. А здесь все-таки он держится. Возьмем немного масла. У меня здесь водка. Я беру жменьку водки, добавляю в тесто. Теперь мы должны это все замесить. Так, я все это ставлю первый же раз. Первый замес, но некоторые делают за 2-3 замеса. Если вы делаете тесто долго, можете, когда оно уже первый раз отстоится, можете потом изюм добавлять и водку. Водка поможет вашему тесту быстро подняться. Поможет дрожжам поднять ваше тесто. Видно, да? Так. Ой, тяжелый. Так, берем теперь эту нашу миску. Добавляем немного масла. Чуть-чуть. Теперь его ставим сюда. И сверху. Совсем чуть-чуть. И накрываем полотенцем. Когда оно поднимется хорошо, мы замесим еще раз. Оно где-то вот так должно подняться. Все. Наше тесто подошло. Вот. Приступаем к разделке теста.
и чуть на стол. Берем и отрезаем кусочек. Так, на такую большую пасочку мы где-то 250 грамм теста. А на вот такую маленькую 150. Ну, что ты делаешь? Ну вот. Ой. А ножом нельзя, зачем ты тесто мучаешь руками? Знаешь что? Если бы было таким крутым пекарем, как ты. Говори, делаем такую булю показываем. Так, делаем вот такую гулю, чтобы здесь было ровненькое. Так-то. Ставим аккуратненько, так чуть-чуть прижимаем. Так. Всё. Так полностью все тесто. Мы поставили тесто в коробочку, как вот на 1/3, да? И вот у нас после выпечки тесто у нас должно подняться почти полное. И когда мы ставим в печь, у нас образуется еще такая шапочка. Да? Вот. Пасочки, вообще пасочки выпекаются при 220-200 градусов. Это поначалу, когда мы только ставим в духовку. Потом температуру надо убавить, потому что оно немного поджаривается. Вот, видно, да? Немного. Если пасочки высокие, вот, допустим, как вот эта маленькая, 150 градусов, ее обычно я накрываю сверху бумагой, и она не поджаривается. Но если она высокая, как вот эта, или вот эта, видно, да, большая, она за счет того, что близко к термам, она немного поджаривается. Ее обязательно очень четко надо смотреть за температурой, как она сверху темнеет, обжаривается. Так, я вам покажу, как вытягивать с формочки пасочку. Они еще горячие, достаточно. Берем просто полотенечко и вот так вот аккуратненько трясем. Оно немного у меня остыло. Обычно я вытаскиваю сразу. Так, она не влазит. Можно взять ножик, у меня в данном случае лопатка кондитерская, желательно тонкой, чтобы не повредить паску. И вот так вот по кругу. Так, берем пасочку. Вытряхиваем. Вот так, как бы по кругу. Что она села. Вроде выпеклась. Чуть повредилась. Вот такое происходит, когда много изюма или плохо смазываешь. Изюм цепляется, и получается вот такое чуть повреждение. Ну, для меня это не страшно. Так, возьмем другую. О, вот это вышло хорошо. Сразу. Видно, она хорошо пропеклась.
Мы просто берем, я обсыпаю манкой, можно обсыпать сухарями. Так, немного обтряхли. Обтрясти надо чуть-чуть. И обычно ставят на бок. Вот так вот. Потому что когда они горячие, они немного падают в объеме. Это тоже идеально вышло. Точно так же взяли и трясли. А теперь мы можем немного украсить наши пасочки. Нам надо взять пудру. Можно использовать сахар. Я беру 250 грамм пудры. И я вчера говорила, что когда мы в тесто ставим желтки, нам понадобятся белочки. Я беру 2 белка. Так. И ставим под машину. Так, вот мы сначала взбили белок, и теперь мы по чуть-чуть добавляем пудру, пока масса не станет плотной. Думаю, может еще пудры добавить. Так, добавляем чуть-чуть ванилина. Вот, видно, да? Какая она, эта масса получается. Так, берем любую пасочку и начинаем мазать. Берем руку, ставим, набираем. Видите, она не растекается. Очень плотная масса. Это очень хорошо. Она быстро заветрится. Так как она быстро заветрится, лучше 5-6 пасочек обмазывать и посыпать посыпкой, потому что белок быстро твердеет, и потом оно все не пристает просто. Если вы не любите эту помадку, можно взять просто смазать верх сиропом. Корочка тогда не засыхает, это очень долго мягкая остается. Сыпем. Угу. Такое чувство, что оно уже все. Так, и ой. Это обычные конфеты с мастики.
Приятного мне аппетита. Приятного всем аппетита.